Сейчас вы увидите замечательный фильм о стране, о местах, о событиях, которые известны во всем мире. И для каждого из нас это всегда ностальгия, нам всегда хочется побывать там, вернуться туда и ощутить глубочайшую древность этого священного города, земли и тех удивительных событий, которые происходили, происходят сегодня. Увидеть эту цветущую, прекрасную землю, которая всегда к человеку бывает ласковой, ощутить увидеть великие памятники культуры, а для нас самое главное – великие святыни, как ветхозаветные святыни, так и новозаветные. Походить, прикоснуться к дыханию священной истории и ощутить себя, что ты находишься в этих местах, где жили святые люди, где сам Христос дышал этим воздухом, ходил, жил, молился в Иерусалимском храме, и его близкие, апостолы и другие. Поэтому кажется, что этот фильм остается всегда в памяти, его хочется смотреть. Я желаю вам всем, чтобы вы смотрели этот фильм внимательно и почерпнули в нем самое необходимое, самое главное для вашей духовной жизни, исторических и для укрепления нашего сознания, нашей нравственности и жизни. Перед тобой, паломник, святая земля, которая хранит в себе столько бесценных богатств. Твоя задача – понять их, полюбить их, открыть для себя землю древних пророков, землю Господа Бога, землю Иисуса Христа. В добрый путь. Слово «Израиль» означает «да засеет Господь». В этом слове кроется все отношение к этому месту. Господь-то засеет, а ты, милый человек, ухаживай, и тогда земля откроет все свое плодородие, всю свою силу отдаст тебе. Тавор неоднократно упоминается в Священном Писании, например, в книге Судей, где рассказывается о битве между израильтянами и ханаанцами. Гора Тавор упоминается и в трудах Иосифа Флавия, который в 67 году возглавил иудейское восстание против Рима, был один из предводителей восстания, и именно Флавий возводил укрепление против римлян здесь, на горе Фавор. Смысл чуда преображения заключается в том, что Господь впервые открывается ученикам, Он показывает им, кто Он, преображается перед ними, показывает истинную сущность, но не только это. Он готовит их к тому, что когда придет срок его земной жизни, он воскреснет. Кстати, все это происходит примерно в такие же сезонные дни, как сейчас. Ранняя осень, праздник Кущей.
восстанавливался, разрушался, крестоносцы здесь возвели свои сооружения. Но в XIX веке здесь подвязается удивительный монах из города Яссы по имени Иринарх. Он живет в пещере. Считается, что эта пещера принадлежала когда-то праведному человеку Мельхиседеку, тому самому, который встречал Авраама вином и хлебом. И в этой пещере подвязается Иринарх, зная о чуде преображения, зная, что он находится на этом месте, и начинает на свои личные сбережения строить первую церковь. Ему помогает русская православная церковь. 90-летний Иринарх обретает, надеемся, Царствие Небесное. Вот тогда-то воздвигается эта церковь. Здесь лежит архимандрит Иринарх, возобновивший сей святой монастырь и первый поселившийся в нем, почил в Господе 26 декабря 1859 года от Рождества Христова. То, что мы видим, это произведение Константина Дзумакиса, самое начало 21 века, то есть современная роспись, но сделанная по классическим византийским канонам. Росписи удивительны благодаря обилию золота, которое здесь не мешает, а наоборот помогает нам воспринимать чудо преображения так, как хочет донести Константин Дзумакис, как некий прорыв фаворского света. И вот вся игра света и золота создает удивительнейшее настроение, вполне незамысловатым на витражам, и золоту на росписях возникает удивительное ощущение чуда преображения. По православной традиции паломник может взять 4 камушка с горы Фавор, забрать с собой домой, и когда будет строить новый дом или храм, положить их в 4 угла нового здания, дабы было благословение с горы Фавор. Когда апостол Варфоломей, он же Нафанаил, узнал об учителе, спросил, а откуда он? Говорят ему, из Назарета. А что хорошего может выйти из Назарета, вопрошает апостол Варфоломей. Такое отношение было к Назарету. На крышке люка изображен колодец Девы Марии, второй колодец с водой из источника, бьющей из-под горы, где храм находится. И изображение этого колодца и фикуса, растущего у воды, это и есть своеобразная визитная карточка города Назарета. Архангел Гавриил явился Деве Марии у источника, куда она, подобно и другим женам назарецким, ходила за водой. Здесь он принес ей благодатную весть о том, что она понесет в чреве своем от Господа. И здесь, в храме, находится удивительная икона, изображающая Господа в чреве Богородицы. Особенность этого храма заключается в том, что южный трансепт церкви заканчивается спуском к источнику Девы Марии. Благодатно радуйся, Господь с тобою, благословенна ты в женах, говорит архангел Гавриил Деве Марии у вот этого источника пресной воды, бьющей здесь на протяжении многих тысячелетий. И жители Назарета приходили сюда за водой. Так и пришла сюда Дева Мария, и здесь явился и архангел Гавриил. С чего начинается общественная деятельность
Иисуса в земной жизни известно с чуда на свадьбе в Канне Галилейской. И вот именно на этой свадьбе, куда его и святое семейство пригласили родственники, он сотворил свое первое чудо, превратив воду в вино. Чудо превращения воды в вино отцы церкви рассматривают как предвестник одного из важнейших таинств в христианстве. Таинство Евхаристии, таинство причащения, таинство превращения вина в кровь Христову. Прописание умилением, образ утешения духовного совершения. На территории русской духовной миссии в Магдале храм равноапостольной Святой Марии Магдалины, часовня святого пророка Ильи и два источника. Глазной источник и источник 7 бесов. А также здесь целебные радоновые источники, с которыми надо обращаться очень осторожно, только по благословению в них окунаться. Этот участок был выкуплен в 70-е годы 19 столетия начальником русской духовной миссии архимандритом отцом Антонином Капустиным. И этот участок ассоциируется прежде всего с чудом, которое здесь, на берегах Галилейского моря, сотворил Господь с Марией Магдалиной. Изгнание 7 бесов из бедной женщины, которая становится потом равноапостольной Святой Марией Магдалиной. Вот этот источник и почитается как тот самый, у которого Иисус исцелил Марию Магдалину, изгнав из нее 7 бесов. А этот источник называется глазным. Считается, что вода его помогает от различных глазных недугов. И дай, Господи, всем нам прозреть. У нас много исцелений на источнике глазном. Вот у нас послушница Елена есть, она говорит, одной нужно было делать операцию, катаракта, и она умылась у нас в источнике и вообще перестала видеть. Приехала в Горне, а у нее тут все так съехалось, отпало и все, и у нее нормальное зрение, все. Вот эта величественная гора, которая упоминается неоднократно и в древних трудах таких историков, как, например, Иосиф Флавий, и в воспоминаниях паломников. В XIX веке русские паломники почитали гору Арбель как гору блаженства, на которой Господь произнес знаменитую Нагорную проповедь. Однако сегодня это место отмечается православными и прочими христианскими верующими в другом месте. Может быть, даже не важно, где именно Господь являл те или иные чудеса. Главное, что Он их являл здесь, на берегу Галилейского моря, 2000 лет назад. И если не эти деревья, то их далекие предки помнят Господа в земной жизни. Тези места са нужни за паломниците. Когато дойдат на место като тук, близко до Галилейското море, и видят местата, където Господ Христос е извършил най-големите свои чудеса, изцеляването на Света Мария Магдалена, благословението на 5 хляба и 2 риби, с които нахранил 5000 души. Място, където изцелил кръвотечивата жена. Это место важное всем христиан, всем мире христиан. У нас есть поговорка
огонь от огонь се пали, огонь от огонь палит. И это благодатное место. Хвала Богу за все. Место как и называется? Магдалла, поскольку Мария Магдалина родом из этого места. На еврейском языке Мигдаль, что означает башня. Более древнее название этого места Мигдаль-Нуния, рыбная башня, ибо язычники, которые когда-то жили здесь, поклонялись богу рыбы, ибо рыба – это главный хлеб галилейских рыболовов, галилейских крестьян. Но что такое истинный Бог, они узнают только тогда, когда встречаются с Иисусом здесь, на берегах Галилейского моря. Недаром спустя какое-то время греки будут называть Иисуса Ихтис, что означает рыба, и расшифровывается как Иисус Христос, Тео Иосотер, Иисус Христос, Сын Божий Спаситель. И раннее изображение христианское – рыбка. В 1986 году на берегах озера Кенерет выдалась невероятная засуха, и озеро обмелело. По берегам, илистым берегам озера гуляли жители местного кибуца Генасар и находили иногда гвоздики древние, римские, осколки керамики, монетки. Два молодых человека обнаружили затянутую в иле древнюю лодку. О чудо! Без доступа кислорода древесина пролежала 2000 лет. Эта лодка – ровесница Иисуса, одна из самых уникальных археологических находок конца XX века. Исследования показали, что лодка состоит из 12 пород деревьев. Вы чувствуете, какое потрясающее совпадение. Лодка, которая является ровесницей, а может быть даже свидетельницей библейских, евангелических событий, состоит из 12 пород деревьев. Число совпадающее с числом апостолов Иисуса. Спроста ли это? Галилейское море, оно же озеро Кенерет, оно же озеро Генесарецкое, оно же озеро Тивериадское, озеро, на берегах которого Иисус являет основное количество своих чудес. Именно здесь, на берегах Галилейского моря, зарождается Новый Завет, новое учение о спасении всего человечества. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами, и говорит им: «Идите за мной, я сделаю из вас ловцами людей». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Вот так 2000 лет назад забрасывали сети галилейские рыбаки. И как не вспомнить здесь чудо чудесного улова, когда воскресший Господь является к рыбакам, а они грустные, ничем похвастаться не могут, нет улова. «Закиньте сеть, — говорит Господь, — по правую руку». Они забрасывают и вытаскивают за один раз 153 рыбы. Византийские ученые говорили, что это неспроста. Столько видов рыб насчитывали в те годы, водящихся в море Галилейском. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?»
Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто сей, что и ветры, и море повинуются ему? Каждый монастырь православный на Святой Земле – это такой своеобразный, ухоженный райский уголок, созданный с большой любовью к Богу и земле. Этот храм 12 апостолов удостоился необычной чести. Это единственный храм, который изображен на израильских марках. Одна из особенностей этого храма – роспись, сделанная в 2000 году греческим богомазом Константином Дзумакисом, изображающая страшный суд. Раньше паломники из России до революции, так они с ревностью, так от чистой души, они приходили даже пешком по святым местам поклониться с слезами. А сейчас стала более традиция внешняя, более как-то показ, да, более, чтобы, давай, фотографируемся, так красиво, природа или какой-то, что отвлекает, или что привлекает их. Но не именно духовно. Русские паломники лучше, чем другие, конечно, гораздо намного лучше, как из западных стран, как бы еще появляется такое-то благочестие, такая любовь, скромно ходит и все. Я не могу сказать, что любой здесь приходит. Те, которые Бог избрал, чтобы сюда попасть. Смотрите, сколько народ сегодня идут это на отдых, туда-сюда, в греческие острова, тратить деньги и на разных это, говорит, иду отдыхать. Отдыхать из чего? А саму себе. Если ты это грехи, которые себе носишь, это не избавиться, никуда не отдыхаешь. Те народ, которые они поняли это, будут тратить деньги, прийти на Святую Землю, и этого тяжести, эта мантия, которая накрывает их, это золотую душу, надо снимать и выбросить на Иорданские реки, чтобы все ушло на Мертвое море, чтобы больше никому не мешали эти грехи. И как новая жизнь зайдет обратно в себя дома и станет как пример для других, что как человек после Святая Земля осветился, приобретил это духовные это мысли, чтобы как пчела это от всей цветочки, это, которая прошел, собрал это самый лучший нектар и делал себе мед, потому что христианин так должен быть, как пчела, а не как муха. Благовествование от Матфея, 4 глава. Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы находимся прямо напротив гор, которые называются Каранталь. То есть это и есть гора 40-дневного искушения. Там на склоне этой горы находится и греческий православный монастырь. И вся эта местность напоминает нам о пустыне, в которой 40 дней и 40 ночей постился Господь. И камни на склонах гор напоминают те самые камни, из которых дьявол предлагал изготовить хлеба. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес, говорящий:
это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Здесь место крещения на реке Иордан. Это место также известно еще под названием Вифавара или Бейт-Авара, потому что по преданию именно в этом месте сыны Израилевы перешли реку Иордан в землю обетованную, и этому месту стало быть суждено и местом крещения. Долгие годы это святое для всех христиан место было закрыто для посещения. И вот в 2011 году его открывают для всех паломников. Сегодня любой желающий может посетить это место и окунуться в священные воды реки Иордан. Почему мы приезжаем на эту святую землю? Вопроса, наверное, так сказать, такого не должно даже и стоять, потому что мы христиане, мы едем к нашему Богу, к Иисусу Христу, на землю, где Его святые стопы, значит, вставали, и где Он здесь, вот река Иордан, где Он окунался, где принял крещение. Монастырь преподобного Герасима был основан в 455 году от Рождества Христова преподобным Герасимом, родом из мир ликийских. Преподобный Авва Герасим появляется здесь, в Иудейской пустыне, в устье реки Иордан, рядом с местом крещения, и в 455 году он основал монастырь. Место выбрано было Герасимом неспроста. По преданию, в этом месте останавливалось святое семейство по пути бегства в Египет. И Богородица дала свое молоко ребенку, сыну разбойника. И ребенок вырос абсолютно здоровым, может быть, самым здоровым человеком на свете. Правда, закончил он свою жизнь печально, потому что, в общем-то, судьба у него была разбойничая. Он был разбойником и был осужден на казнь. И был казнен на соседнем с Господом кресте. Но именно этот разбойник, молочный брат Господа, не проклинал Иисуса как другой разбойник, а наоборот. И Иисус сказал: истинно говорю, ныне ты будешь со мной в Царстве Небесном. В 614 году персы разрушили старый монастырь, и то, что мы видим сегодня, восстановлено греческой православной церковью в XIX уже веке с помощью русской православной церкви. Храм отреставрирован последний раз совсем недавно, после землетрясения, которое произошло здесь в 2000 году. По сей день мы видим последствия этого землетрясения. После ремонта появились вот эти прекрасные мозаики. В Северном Нефе специально сохранили мозаики 5-6 века. Их подняли сюда, и вот они перед нами олицетворяют величие этого храма, начиная с византийских времен. В иконографии преподобный Авва Герасим изображен со львом, и это неспроста. Герасим исцелил льва, вытащил длинную занозу из лапы, и лев смирился, проявил покорность, стал послушным трудником, помощником преподобного Аввы. В лавре преподобного Герасима на Пасху старцы расходились по пустыне. И вот однажды один из святых
старцев Зосима и встретил в иудейской пустыне неподалеку от реки Иордан Марию Египетскую. По сей день местные крестьяне приходят в этот храм молиться о здоровье своих детей. Более того, здесь находится достаточно редкая икона изображения Господа, скорбящего о нерожденных детях. Икона, которая помогает преодолеть такой грех, как аборт. На берега ущелья Кельт, самого величественного ущелья иудейской пустыни, ущелье, где по сей день бьют 3 источника воды, 2000 лет назад приходит некто Иоаким молиться о том, чтобы Господь дал его жене Анне ребенка. Он неспроста выбирает это место. По преданию, здесь когда-то прятался в пещере от гнева царя Ахава и царицы Изевель пророк Илья. И в эту пещеру приходит Иоаким и молится, и Господь услышал его молитвы и дал ребенка Иоакиму и Анне, Деву Марию, Богородицу. В V веке от Рождества Христова здесь, в этой же пещере, подвязаются монахи из местечка Хазива, и так начинается история монастыря Георгия Хазевита. Святой Георгий Хазевит становится настоятелем этого монастыря, и после разрушения монастыря персами в 614 году он восстанавливает этот монастырь. Некогда преподобный Харитон, исповедник, родом из Иконии, шел на поклонение в Иерусалим, хотел удалиться от мира, и вот уже на подходе к Иерусалиму схватили его разбойники, которые обитали в местных пещерах, и связали, бросили в пещеру в надежде получить выкуп. Произошло чудо. В пещеру вползла змея, и, томимая жаждой в августовский знойный день, испила вина из разбойничьего кувшина, отравив оное. Разбойники, томимые жаждой, испили вина и как один полегли. А чудом освободившийся Харитон забрал сокровища разбойников, по преданию раздал их нищим, а на оставшиеся деньги устроил первые монастырские лавры в Иудейской пустыне. Здесь первая лавра, лавра исповедника Харитона. Вторая лавра – это Крантальская на 40-дневной горе Искушения. И третья – Сукейская или Ветхая лавра рядом с современным поселком Текоа. Фаранская обитель была одной из самых значительных на Святой Земле. Не менее 1000 монахов подвязались здесь и жили вот в этих небольших пещерных кельях. С 1997 года в монастыре находятся русские монахи. И поскольку этот участок еще в 70-е годы 19 века был выкуплен архимандритом Антонином Капустиным, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, то и по сей день монастырь принадлежит
Русской Православной Церкви. В этой пещере был чудесным образом спасен Харитон. И после спасения, после того, как он обосновался здесь, в этой пещере, появился скальный храм. Уже в 20 веке через Южную Америку были переданы частицы мощей преподобного Харитона. Преподобный Харитон покинул сей мир в третьей своей лавре, лавре Сукейской, древней, но по завещанию был похоронен здесь, в первой своей лавре, Фаранской. Слава Богу, все слава Богу. Ну все, храни вас Господь. О местных доманах, так называемых горных зайцах, сказано еще в притчах Соломона, что зайцы горные народ шустрый, но промыслительный, ходят путями Господними. Один из наиболее значимых горных хребтов Иерусалимского Нагорья – Масличная гора. Старый город и Масличная гора разделены мощным ущельем, зимним потоком, который называется Кидрон. Иногда по ошибке его по-русски пишут через Е Кедрон, но правильно Кидрон. К кедрам не имеет никакого отношения. Но эта долина, которую мы только что переехали, Кедронская, имеет огромное историческое значение. Она называется также еще Царская долина, или долина Йосефата, или долина судна, долина судного дня, по преданиям в разных традициях, у разных народов, в разных религиях. Но именно в этом месте произойдет страшный суд во время второго пришествия. Здесь, на вершине Масличной горы, возникает вопрос, почему Господь возносится на свой горний престол спустя 40 дней после воскресения отсюда, а не, скажем, с Храмовой горы, там, где золотой купол, или дальше, вот за золотым куполом, серые купола, храм гроба Господня, место казни и место воскресения. Почему не оттуда? Почему именно отсюда, с Масличной горы? Ответ простой. Здесь, на Масличной горе, издревле выращивали масличные деревья, дающие ягоды. Ягоды дают масло. Масло использовалось для освещения. Это были местные свечи. Основной источник света в темное время суток. Люди знали, что если свет от Бога, то масло – это некий посредник между человеком и волей Бога. И древние пророки, если хотели выразить волю Бога, они скрепляли эту волю помазанием. Например, пророк Самуил помазал на царство первых царей Саула, а потом Давида, в буквальном смысле выливая на голову ароматизированное масло. И эта гора называлась еще и горой помазания. Цари-помазанники, их династия прекратилась с разрушением первого храма в 587 году до нашей эры, до Рождества Христова. И после этого народ ждал, когда же придет легитимный царь, царь-помазанник. И вот приходит он. И народ встречает его здесь, на Масличной горе, пальмовыми ветвями, и кричит: «Осанна, спаси нас, царь-помазанник!» Они верят, что он сейчас скинет ненавистное римское марионеточное правительство и возглавит народ Израиля. Они не понимают еще, что да, он царь-помазанник, но не на земный престол, а на Царство Небесное, потому что он Господь. И нам остается только одно – перевести слово «помазанник» сначала на еврейский язык. Получится очень простое слово – «мессия», которого ждут по сей день, или
Машиах по-еврейски. Или по-гречески. Как сказать по-гречески царь-помазанник? Просто помазанник. Христос. Просто Христос. Так вот, откуда царю-помазаннику на свой престол подняться, как не с этой горы, горы помазания? Господь его очень любил, Илионскую гору. Когда он уходил из города, уже уставший от всех этих споров с первосвященниками, от множества людей, которые окружали его, просили исцеления, вот он приходил сюда и брал с собой именно своих ближайших учеников, вот он с ними здесь беседовал наедине. И это было любимое самое место, гора Илионская. Она была пустынная, здесь никто не жил. И только здесь они могли к нему обратиться о чем-то таком сокровенном. И они обращались, вот они его спросили, однажды: Господи, вот Иоанн Креститель учил своих учеников молитве, Ты нас научи. Вот, и он тогда им дал вот эту молитву: «Отче наш». В 614 году, когда было нашествие персидского царя Хазроя, здесь было все разрушено до основания, по всей Палестине. Единственное, что осталось, это базилика Рождества Христова в Вифлееме. Естественно, здесь тоже было все разрушено. То, что нашел отец Антонин, вот там остатки пола древнего храма, древняя мозаика, колонны, вот это только то, что сохранилось. Сам строитель русской духовной миссии, архимандрит Антонин, вот, он очень любил тоже это место, да, отец Антонин Капустин. И он завещал его похоронить здесь. Вам огорчение приносят или радость все-таки паломники нынешнего века? Моя радость. Народ есть народ. Мы все люди на двух ногах. У русских была такая пословица: лошадь на 4 ногах и потыкается. А мы на 2, тем более падом, встаем и опять идем, пробиваем. Так что люди всякие. Есть люди, стремящиеся к спасению души. Есть люди, пришли только сейчас к вере. Есть люди, просто приехали ради любопытства. А другие, некуда деньги девать. Вот разные люди, по-разному. И мы встречаем всех по-разному. Даем то, что кому нужно. Вот, наверное, подтвердит меня, да? Что так приходится кого-то религиозно ставить на путь, чтобы спасался, кто стремится к этому, кому-то утешение. Но стараемся, как можем. Участок, который называется Русская Гефсимань, Русский Гефсиманский сад, был выкуплен в начале 80-х годов XIX века архимандритом Антонином Капустиным, начальником русской духовной миссии, специально для царской семьи, дабы здесь возвести храм в память усопшей императрицы Марии Александровны. И поскольку ее покровительница небесная, равнопостольная святая Мария Магдалина, то и храм освящен во имя и во славу Марии Магдалины. Храм был возведен по проектам архитекторов Гримма и Франги, который выступал также как и инженер проекта. В качестве подрядчика строительных работ был приглашен непревзойденный специалист в своей области Конрад Шик, родом из Швейцарии, но много-много лет проведший в Иерусалиме и прославившийся просто как иерусалимский Леонардо да Винчи, умевший делать все. От археологических исследований до столярных работ по красному дереву. Храм был возведен к 1885 году и в этом году и освящен. В этот храм были перенесены мощи мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и мученицы инокини Варвары, погибших в Алапатевских шахтах, заживо замученные большевиками. Здесь рай. Все, что я могу вам сказать. Я такого нигде не видела. Я не чувствую себя здесь иностранкой.
Вот это мы ощущаем уже который день. Вот мы ходим по старому городу, и такое чувство, что мы находимся у себя на родине. Первый раз на Святой Земле сразу вспоминаются слова Евангелия. Хочется представить, как Спаситель ходил, потому что когда читаешь Евангелие, не понимаешь, не осознаешь, что это, какие масштаб, расстояние какое. Я очень давно хотела попасть к мощам. То есть, наконец, посетила, очень рада, довольна. На мой, я бы сказала, идеал для подражания. Я очень и уважаю, и почитаю, и люблю. Матушку Елизавету? Да, Елизавету Федоровну. А инокиню Варвару, которую посвятила? Тоже, так же. За други своя? Да, также очень рада, что посетила мощи. Но я не так давно о ней больше узнала, прочитала книг о ней, поэтому мало с ней была знакома раньше, а вот сейчас прочитала, вот как-то вдохновилась довольно быстро. Она мне стала родной, святой, какой-то близкой. И кажется, что уже давно ее знаю. А как в Иерусалиме вы чувствуете себя? Что для вас это святая земля? Как вы вообще ощущаете себя здесь? Не объяснить ощущения, неописуемо. Тепло, радость на душе, в сердце. То есть это главная цель, конечно, в жизни, чтобы посетить Иерусалим. В сердце Царской долины Кедрона храм гроба Богородицы. Здесь, в этом месте, почитается память святых Иоакима и Анны. И здесь, считается, были погребены их мощи. А напротив, несколько ступенек вниз, гроб святого Иосифа Обручника. Через часовню гроба Богородицы мы выходим в греческий предел Иерусалимской Божией Матери. Здесь находится знаменитый список иконы, автором которой считается евангелист Лука, Иерусалимская Божья Матерь. Одна из традиций этого храма – множество лампад, потому что считается, что лучший дар храму – свет. Чтобы не было ощущения сумбура от этих древних, подземных, необычных храмов, от нас требуется только одно – возвращаться и возвращаться сюда неоднократно. Храм Рождества Богородицы находится рядом с не менее удивительным местом, которое называется Вифезда или Овчьи купели, там, где происходило чудо исцеления расслабленного. Редкое изображение святых Иоакима и Анны и Девы Марии Богородицы. На стенах храма росписи, посвященные тем событиям евангельским, новозаветным, которые происходили вокруг дома Иоакима и Анны. Это место почитается как дом Анны и Иоакима с византийского периода. И в первом же помещении мы видим остатки мозаичных полов, относящихся к храму византийского периода. Весь Иерусалим на таких породах. Это скала, осадочные породы, известняк, прекрасный строительный материал. Это подвалы большого богатого дома, предположительно принадлежащего Иоакиму. Русская православная церковь владеет участком на территории бывшей базилики Константина, причем особым участком, который почиталось как порог судных врат, то есть порог, через который переступил Иисус по пути на Голгофу. Александровское подворье – это одно из подворий Императорского православно-палестинского общества.
которая была создана в 1882 году по указу великого государя Александра III. Главная цель общества была — это помощь русским паломникам на Святой Земле. Конечно же, это были и научные изыскания, археологические исследования на Святой Земле. Это то место, которое сохранило именно имперскую русскую душу. Конечно же, для каждого человека оказаться на Святой Земле — это милость Божья. И хотелось бы, чтобы была возможность у каждого, наверное, православного человека оказаться на Святой Земле. И чтобы вы знали, что в сердце Иерусалима, в сердце старого города есть та русская душа и частица вашей души, которая всегда вас радушно встретит и которая даст вам возможность помолиться. Здесь находились ворота, через которые осужденных на казнь выводили в сторону Голгофы. Судными эти ворота назывались потому, что здесь осужденным давался последний шанс на пересмотрение дела. Если хоть один из свидетелей здесь крикнул, вообще из присутствующих людей, он невиновен, его должны были отправить обратно на пересмотр дела. Когда Иисус переступал порог судных врат, никто, ни одна единая душа не произнесла слов «он невиновен», и путь на Голгофу продолжался. 14 – это символ человеческого рода, грехи которого искупает Иисус на первых двух остановках крестного пути, где, во-первых, вершится суд Пилата. Иисус признан римской юриспруденцией виновным и приговаривается к смертной казни. Царский престол может быть принадлежать только кесарю в Риме. Все, больше никому. И тут вдруг какой-то иудейский учитель, естественно, виновен. И в качестве издевательского отношения Иисусу водружают на голову венец терновый. Ах ты, царь, вот тебе терни в виде короны. И издевательскую кровавую багряную плащаницу, багряницу. Это вторая станция. Тут же на второй остановке крестного пути он обретает крест, который должен пронести по своему крестному пути. يشمروا بيحيوا بوشار بارد فالتي تنو بنفش ويباف أدوناي صعدين وعلى الغير استفاي كل مش كفاف اختبي حليو أن يا مرتي أدوناي حنني رفع نفسك حتى تلاخ أوي باي يمرر علي متى يموت ذبات شمو بين بالي روت شاف يدبر لي بايك بوت سافلو يتصلح وتيدبر يا حان علي يتلحاش وكل صنعي علي يحشب ورالي. Каждый имеет право выбрать себе любимую остановку на скорбном пути. Мое сердце принадлежит этому месту. 8-я станция на Виа Долороза, место, где дщери иерусалимские оплакивают Христа, а Он им говорит:
Не обо мне плачьте, дщери иерусалимские, о себе подумайте, о том, что город будет разрушен. На 11-й остановке прибитие тела к кресту. 12-я остановка – принятие смерти на кресте. 13-е – снятие с креста, подготовка к погребению. 14-е – вынесение во гроб Господень. Вот 14 станций, остановок на Виа Долороса. Чтобы понять, что здесь происходило, городская стена во времена Иисуса была в сторону юго-востока отсюда. Город рядом, но мы уже за городом. Когда-то здесь возвышалась гора известковая, с которой правители Иерусалима, начиная с царя Езекии, брали камень для строительства стен и домов. И в результате гора превратилась в карьер. У карьера одна из стенок была покатой. Навершие было такое скальное и обкатанное, и напоминало человеческую голову. И это навершие скалы называли череп, Гульголот, Голгота, Голгофа, гора череп. Противоположная сторона карьера использовалась для погребальных пещер. Хоронили людей в те времена не в гробах, а в погребальных пещерах, которые назывались гробы. Гроб – это не ящик с ручками, это ниша, выбитая в скальной толще. Туда вкладывали тело, оставляли его там на 40 недель, закрытым запечатанным камнем, потом камень отваливали, кости доставали, перемывали в буквальном смысле, вспоминая покойника, отсюда и выражение «перемывать кости». И после этого могила использовалась еще неоднократно. Это были могилы многократного использования. Кости перекладывались в специальные ящики оссуарии, костницы, и хранились в других пещерах. Неспроста Иосиф Аримафейский, владеющий гробницами в этом месте, отдает Иисусу свою, ранее не использовавшуюся никем еще, гробницу. А напротив находилась скала Голгофа, где и принял он смерть в земной жизни. После того, как тело сняли с креста, его похоронили. Жены мироносицы приходят навестить гробницу только на 3-й день, когда они обнаружили, что гробница пуста, его там и нет, как и возвестил ангел, сидевший на камне, запечатывавшем вход в гробницу, вход в погребальную пещеру. Ангел так и возвестил: не ищите живого среди мертвых, его здесь нет, он воскрес. Здесь, конечно, такая благодать, особенно вот вечером после вечерней службы, когда поднимешься, встанешь у подножья храма всех святых в российской земле просиявших, и смотришь на Эйн-Карем внизу, и не знаю, такое чувство, что как будто это вообще что-то неземное. Очень много раскрыла для себя того, чего я раньше не знала, и я могу сказать, что я счастлива, что я православная христианка, и мы даже не понимаем, сколько нам дал Иисус Христос, и насколько мы должны быть Ему благодарны, и верить, и исповедовать. Это не просто молиться и ходить в храм, а вот именно исповедовать. Человек, который хочет спастись, он должен исповедовать Иисуса Христа, то есть жить по Его вере. Люди, которые не прошли искушения, они, может быть, это не понимают, то есть, может быть, праздно к этому относятся, это все нужно с трепетом к этому относиться, это все святыни, и мы должны быть счастливы, что мы христиане, и то, что нам Господь дал, это... Очень созвучно. И земля похожа, и природа похожа, и вот подземный
монастыри горные вот эти вот в горах. Вот, все очень напоминает, да, Крым очень... Ну, конечно, Святая Земля тут необъяснимо. Хочется плакать от радости, вот, в соприкосновении с этим. Мне просто от этих эмоций все прямо, я даже не могу выразить те ощущения, которые я испытала, когда у нас была служба. Это настолько было торжественно. И я опять попала на праздник Матерь Божьей Казанской, потому что я в июле была в Киеве. И был крестный ход Матерь Божьей Казанской. Она как-то меня как бы ведет по жизни. И я очень рада. Господь, наверное, благослови, чтобы я была на этой земле. Я благодарна за все. Мне очень хорошо тут на Святой Земле. Нравится. А что тебе больше всего понравилось? Где ты была? Что ты помнишь? Мне больше понравилось в Марии Магдалине и еще там на Иордане. На гробе Господнем понравилось. Сердце здесь словами не передать. Я была дважды на схождении благодатного огня. Поэтому чувство непередаваемое, просто необъяснимое. Всеми помыслами, всем сердцем своим лично я здесь. Мне хотелось бы, чтобы внуки мои также любили Господа Бога, шли по Его стопам. Вот это богообщение с Матерью Божией. Для меня Святая Земля свята. Слово «святость» это говорит о многом. Как ее принимаешь, как душу и сердце. То есть границ нет. Вот каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, такое ощущение, что я отсюда не уезжала. Для меня Святая Земля – это прежде всего, конечно же, те места, где непосредственно развивались библейские события, где своими стопами ходил наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Вся Святая Земля, она является таким неким откровением для человека. Когда одно дело ты читаешь Евангелие и отвлеченно представляешь эти места, и думаешь, вот так, наверное, это там выглядело или так. А другое дело, ты приезжаешь в эту иудейскую пустыню и понимаешь ту атмосферу, в которой Спаситель молился 40 дней. Приезжаешь в Галилею, зеленую, цветущую, и понимаешь, почему Спаситель любил это место, почему он больше всего там проповедовал и чудес сотворил. И возникает уже гораздо более глубокая связь с евангельскими событиями. И человек получает некое уверение в Слове Божьем. Хотя не сказал бы, что его не было и раньше, но здесь это приобретает некую такую серьезную основу. Мы только чуть-чуть прикоснулись к святым местам этой земли. И наша задача сюда вернуться, увидеть больше, понять больше. И тогда, может быть, мы станем чуть-чуть лучше, чуть-чуть ближе к Господу. Приезжайте. Доброго вам пути.